Приветствую вас, господа! Сегодня я хочу поговорить о двух терминах, которые часто встречаются, когда речь заходит о законах, толкование и разбор. Почему я хочу об этом поговорить с вами? Потому что как только на сайте Верховной Рады Украины опубликовывается какой-то законопроект или принятый уже закон, то журналисты, блогеры, и вы наверняка видели, как юристы или блогеры, называющие себя правозащитниками, снимают видео с заголовками вроде «Разбор нового закона» или «Что значит этот законопроект?». А почему они говорят «разбор», а не «толкование»? В чем разница? Давайте разберемся, и я объясню это так, чтобы все стало ясно и просто. Как будто мы сидим за чашкой кофе и беседуем. Представьте, что закон это сложная инструкция к новой технике. Например, к вашему смартфону, чтобы правильно ее использовать, нужно понять, что там написано и как это работает. Вот тут и появляется толкование и разбор. Но они выполняют разные роли. Что такое толкование? Толкование норм права – это как глубокое погружение в текст закона. Чтобы понять, что именно хотел сказать законодатель. Это официальный или профессиональный процесс, где юристы, судьи или даже ученые выясняют смысл закона. Его цель и как его нужно применять. Представьте, что вы читаете инструкцию к смартфону и пытаетесь понять, что значит фраза «активировать» режим энергосбережения. Вы анализируете каждое слово, смотрите, как оно связано с другими частями инструкции и, может, даже вспоминаете, для чего вообще придумали этот режим. Толкование бывает официальным, когда, например, суд или государственный орган дает разъяснение, обязательное для всех. Это как если бы производитель смартфона выпустил официальное видео, где объясняет, как включить тот самый режим. Неофициальным, когда ученые или юристы практики делятся своим мнением, но оно не обязательное для всех. Это как публикация в блоге, где техноэксперт объясняет, как работает функция. Но вы можете с ним не согласиться. Толкование всегда строго привязано к тексту закона. Оно не добавляет ничего нового, не меняет закон, а лишь раскрывает его смысл. Это как читать инструкцию буквально, чтобы не сломать телефон. А что такое разбор? Теперь про разбор. Когда блогер, журналист или даже юрист снимает видео с названием «Разбор законопроекта», они делают что-то более свободное и доступное. Разбор это не строгий юридический процесс, а скорее объяснение закона простыми словами для широкой аудитории. Это как если бы ваш друг взял инструкцию к смартфону, прочитал ее и сказал: слушай, тут все просто. Нажимаешь эту кнопку, и батарея держит долго. Он не вдается в технические детали, а дает общее представление, добавляя свои мысли, примеры или даже критику. Разбор может включать пересказ содержания закона своими словами, примеры из жизни, чтобы показать, как закон работает. Мнение автора. Я считаю этот закон несправедливый, потому что обсуждение последствий. Если этот закон примут, то цены на что-то вырастут. В отличие от толкования, разбор не обязан быть точным или строго следовать тексту закона. Блогер может упростить сложные моменты, добавить эмоции, предположения или даже свои фантазии. Это как если бы ваш друг, объясняя инструкцию, сказал: ну, этот режим, наверное, для тех, кто много играет на телефоне. Это не всегда правда, но звучит понятно и интересно. Главное отличие этих двух понятий. Итак, давайте подведем итог, чтобы все стало на свои места. Первое. Цель. Толкование – это выяснить точный смысл закона, его юридическую суть, чтобы правильно его применить. Разбор – это объяснить закон
доступно, чтобы обычные люди поняли, о чем речь и, возможно, заинтересовались. Второе. Кто делает? Толкование обычно делают профессионалы, судьи, юристы, ученые, и оно может быть обязательным. Разбор делают все, кто хочет. Блогеры, журналисты, активисты, и он всегда не обязательный. Третье. Точность. Толкование строго следует тексту закона, без домыслов. Разбор может быть субъективным, с упрощением или личным мнением. Четвертое. Формат. Толкование это часто официальные документы, судебные решения или научные статьи. Разбор это видео, посты в соцсетях, статьи в медиа, где все подано ярко и понятно. Почему блогеры говорят разбор? Блогеры и журналисты выбирают слово разбор, потому что их цель не углубляться в юридические дебри, а донести суть до вас, зрителей. Они хотят, чтобы вы, даже не будучи юристами, поняли, как закон может повлиять на вашу жизнь. Если бы они рассказали вам в виде толкования, это могло бы звучать слишком сухо и официально, как лекция в университете. А разбор звучит живо, как разбор полетов после футбольного матча, с эмоциями, примерами и иногда даже спорами. Зачем это, зачем это вам, зачем я это вам говорю? Понимать разницу между толкованием и разбором полезно, чтобы не путать профессиональный анализ с мнением блогера. Если вы не смотрите или смотрите видео с разбором закона, не принимайте его за истину в последней инстанции. Это как читать обзор на смартфон. Он может быть полезным, но лучше проверить официальную инструкцию, если хотите быть уверены. А если вам нужно точное толкование, смотрите на судебные решения, официальные разъяснения или консультируйтесь с юристом. Вот и все, господа. Теперь вы знаете, чем толкование отличается от разбора. Если хотите, чтобы я растолковал какой-то конкретный закон или рассказал о других юридических нюансах, пишите в комментариях. А если и сами хотите разобраться в том, как устроена юридическая наука, то для начала рекомендую прочитать любой учебник по теории государства и права. Например, авторство у Ольги Федоровны Скакун. Вот. Поэтому в следующий раз, когда вы наткнетесь на так называемый разбор от человека, который вообще не имеет профессионального опыта юриста, знаете, это просто как вы с кем-то поговорили на лавочке, на кухне. Вот. Поэтому, ну, естественно, смысл применения тех знаний, которые вы получите после просмотра такого обзора, будет соответствующим. Что еще хотел добавить? Мне режет слух, когда я смотрю так называемые разборы от представителей профессиональной среды, юристов, адвокатов. И в своих высказываниях они допускают уничижительные обращения в адрес авторов законопроектов, которые в свою очередь тоже являются юристами в большей части. И говорят о них, что они некомпетентные, говорят о них, что они, ну, в общем, оскорбляют всячески, скажем так. Не буду я тут опускаться до их уровня, но, господа, это ж всего лишь ваше мнение. Вы когда занимаетесь толкованием, вы же не конституционный суд. Вот, чтобы толковать так, как и доносить такую идею и мысль, и смысл того законодательного акта, который закладывается абсолютно другим человеком. Вот, в этот законопроект или уже закон. Поэтому ну, имейте это в виду. Давайте будем уважать друг друга. Вот. Не будем опускаться до уровня каких-то блогеров, так называемых разборщиков, которые, в принципе, могут заниматься разбором. Вот. И к ним-то никакого спроса с них нет. Но
Нам, профессионалам, нужно соблюдать еще и какую-то элементарную этику в этом вопросе. Вот. И если вы, допустим, находитесь в оппозиции, так называемой, к государству, да, то, ну и уважать их труд тоже нужно. Вот. Поэтому их ошибки возможные дают вам работу. Вот на этом у меня все. Подписывайтесь, пишите свои комментарии. Всего вам хорошего.